Всем привет! Я знаю, что вам нравится смотреть видео про фонари, поэтому сегодня будет вот такой интересный фонарик. У меня уже были обзоры на фонари Armitec Wizard C2 Pro и Wizard C2 Pro Max. Но данный фонарь примечателен тем, что у него установлен светодиод Niche с очень высоким индексом цветопередачи, то есть так называемый High CRI, многие называют это High CRI. CRI расшифровывается как Color Rendering Index, то есть это коэффициент цветопередачи, либо индекс цветопередачи. Это количественная величина, определяющая, насколько качественно передаются цвета и оттенки предметов в свете того или иного источника света. Комфортной для человеческого глаза является величина от 80 до 100 CRI. Высоким индексом цветопередачи, то есть High CRI, считается значение от 90. То есть если у вашего источника света 90 и больше, это значит, что это уже профессиональный источник света. В его освещении будут максимально естественные цвета. Это может быть полезно как профессиональной точки зрения, так и людям, которым очень важно именно качество освещения, которое требовательно к этому. Ссылочка на данный фонарь будет в описании. Также там будет промокод на скидку 15% на весь ассортимент магазина Armitec. Давайте посмотрим, что внутри, и я вам расскажу про данный фонарь. Так, в комплект входит сам фонарь, клипса съемная, зарядочка новая, два таких уплотнительных кольца, потому что в фонаре установлено два колечка для лучшей водозащиты, крепление на руль велосипеда, либо на трубу подседельную, специальные резинки проставки для того, чтобы можно было на разный диаметр труб крепить. И налобное крепление. Налобное крепление классическое для Armitec, они у них у всех одинаковые. Данный фонарь на 18650, поэтому с этих креплений я снимаю верхнюю резинку, она мне в общем-то не нужна, он и без нее нормально держится. То есть я сейчас обратно ее прицепил, чтобы вам показать, как это выглядит из коробки. Резинки в меру тугие, мне достаточно одной вот такой резиночки, то есть верхние я снимаю обычно, чтобы лишний вес не таскать. И инструкция. Для тех, кто не видел в прошлом видео, покажу еще раз, как в этот фонарь можно установить вместе с клипсой на налобное крепление, чтобы вам каждый раз ее не снимать. Переворачивайте клипсу в противоположную сторону от кнопки, чтобы она не мешала ее нажатию. Защелкивайте крепление не вот в эти пазы, которые предназначены, да, изначально, а немножко сбоку от них. И получается, что у вас клипса заходит вот сюда, не мешается, при этом фонарь можно без проблем крутить в разные стороны. И защелкнуть вот эту страховочную резинку, чтобы он не потерялся. То есть в таком виде у меня он на лбу, кроме, вот эту резинку отстегиваю. Поэтому фонарь, не снимая клипса, можно застегнуть в это крепление. Давайте теперь про сам фонарик. То есть здесь варианты крепления, то есть на лбу, можно на пояс с помощью клипсы. Здесь стоит очень мощный магнит, магнитится без проблем ко всем поверхностям металлическим. На велосипед. И отдельно у них можно докупить специальное крепление на шлем или каску. На обратной стороне подписаны характеристики. Зарядка 3 часа 40 минут. У меня получилось где-то 3 часа 45 минут. То есть это плюс-минус одно и то же. В комплекте, сразу покажу вам, идет аккумулятор фирменной емкостью 3500 мА. Давайте теперь по размерам и по режиму быстренько пробежимся. То есть размеры фонаря 112 мм в длину и 33 мм, это без учета клипсы, диаметр самого фонаря. Вес без батарейки 65 грамм, с батарейкой 115 грамм. По режиму покажу. Здесь, в общем-то, все стандартно для Armitec. 3 разных стробоскопа, 3 светлячка, 3 базовых режима и 2 турборежима. У данного фонаря, как и у других моделей Armitec, есть 2 разных режима управления, обычный и расширенный. Для того, чтобы перейти из расширенного в обычный, вам нужно приоткрутить заднюю крышку, зажать кнопку и закрутить заднюю крышку. Фонарь имеет водозащиту IP68, то есть можно погружать на глубину 10 метров на 2 часа, потому что здесь, я вам покажу еще раз, имеется 2 уплотнительные резиночки, не одна, как на остальных фонарях, а 2. Все очень хорошо смазано, в хвосте у нас вот такая мощная пружина, в голове тоже ответная пружина стоит, и здесь установлен магнит, и также порт зарядки магнитный. Также защита от ударов с высоты 10 метров. Давайте теперь по режиму пробежимся быстренько. То есть здесь 2 турбо, один на 1600 люмен, который работает 1 минуту, потом сбрасывает на 440 люмен. Турбо 1 это 750 люмен, который сбрасывает через уже 5 минут. 3 базовых режима, это 250, 90 и 34 люмена. Также 3 светляка на 4,6, на 1 и на 0,1 люмена. Также присутствует 3 варианта стробоскопа. Так, ну давайте теперь к самому фонарю.
Здесь установлена тир-оптика, которая прикрыта стеклом с просветлением закаленным, так что она не царапается, не повредится у вас. Клипсы переставляются в две разные стороны, то есть либо вверх головой, либо вниз головой фонарь можно вешать. У фонаря довольно-таки интересное покрытие, как я уже говорил в предыдущих обзорах, оно очень похоже на прорезиненное, но это анодированный алюминий. Тир-оптика имеет два разных угла засветки, то есть центральное пятно 70 градусов и боковая засветка 120 градусов. При этом засветка довольно-таки равномерная, чуть позже вы увидите на ночных тестах, как он светит, то есть у него нет ярко выраженного какого-то хотспота для каких-то работ, например, там с фотографией, для видеосъемки можно подойти, то есть так как здесь очень высокий индекс цветопередачи и довольно-таки равномерная засветка, поэтому фонарь может без проблем подойти для какого-то там, для подсветки, для фотографии, для видеосъемки, в общем-то, для чего я его использую в данный момент. Давайте быстро по управлению расскажу. Для того, чтобы включить фонарь, нужно один раз нажать на кнопку, у вас включается последний выбранный режим. Удерживаем, режимы перелистываются. Если вам нужно включить фонарь в режиме светляка, нужно зажать и удержать. То есть он включается в светляке, при этом при дальнейшем зажатии и удержании у вас сначала пролистаются светляки, а потом фонарь начнет перелистывать базовые режимы, то есть 3 базовых режима. Для того, чтобы перейти в турбо, необходимо 2 раза быстро нажать на кнопку, то есть вот режим турбо. При этом в простом режиме управления турбо у вас будет то, которое по умолчанию это турбо 2 из коробки, либо то, которое у вас было включено последний раз в расширенном режиме управления. Блокировки здесь нет, для того, чтобы заблокировать фонарь, нужно отвернуть крышку. Чтобы выйти из режима турбо, необходимо еще раз 2 раза нажать, он у вас включит последний запомненный режим из базовых. Доступа к стробоскопам в базовом режиме нет. Для того, чтобы перейти в расширенный режим, необходимо приоткрутить крышку, зажать кнопку, закрутить крышку, вы в расширенном режиме. Фонарь включится, показывая, что он в расширенный режим перешел. То есть в базовом режиме вам доступно 2 светляка, 3 базовых и 1 турбо, а в расширенном режиме вам доступны вообще все режимы. То есть абсолютно все 2 турбо, 3 базовых, 3 светляка и 3 строба. То есть включаем фонарь, например, в режиме светляков удержанием. Вот сейчас мы в режиме светлячков. И зажатием кнопки будем перебирать режимы в светляках. 3 светляка. Если хотим перейти в базовый режим, нажимаем 2 раза в базовом режиме. Нажимаем, перебирается 3 базовых режима. Если необходимо перейти в турбо, 3 раза нажали, вы в турбо режиме. Здесь 2 режима турбо, то есть первый турбо и второй турбо. Переключается тоже зажатием и удержанием кнопки. Для того, чтобы перейти обратно в базовые, например, режимы, 2 раза нажали, вы в базовых режимах и переключаетесь к базовым. То есть понятно, да? То есть вы заходите в группу режимов, светляки, базовые турбо, и там уже удержанием кнопки выбираете нужный. Для того, чтобы попасть в режим стробоскопов, необходимо 4 раза быстро нажать кнопку. Так, вот мы вошли в режим стробоскопов и удержанием переключаем 3 разных режима стробоскопа. Память на стробоскопы есть, то есть я выключил фонарь, включаю он в последнем запомненном режиме. Чтобы выйти из режима стробоскопов, необходимо либо 2 раза нажать в работающем режиме, либо при выключенном состоянии зажать, удержать и войти, например, в светляк. По управлению это все. Давайте теперь быстро по зарядке, потому что очень много вопросов в комментариях задают, что фонарь не заряжается, люди почему-то не читают инструкцию. Но ладно, мне не сложно, я вам еще раз расскажу. Для того, чтобы зарядить фонарь, необходимо, то есть вы прилепили, у вас начинает моргать красная лампочка. Фонарь не заряжается. Для того, чтобы заряжать фонарь, нужно приоткрутить на 1/4, прикрепить, и у вас пойдет зарядка. То есть будет гореть, постоянно будет гореть красный свет. Значит, пошла зарядка. Если загорелся зеленый, значит зарядка закончена. Если моргает оранжевый, значит у вас источник питания недостаточно мощный для зарядки данного фонаря. Ток зарядки где-то 1,2, 1,3 ампера. Естественно, во время зарядки фонарь работать не будет, вы им пользоваться не сможете, так как у вас приоткручена задняя крышка. Зарядили, отцепили, закрутили. Позиционируется очень хорошо, магнит довольно-таки мощный, даже с большого расстояния прилепляется ночью вслепую без проблем. Также у данного фонарика есть режим контроля заряда батарейки, вот моргает зелененьким, если разрядится, будет моргать красным. Его можно включить, можно отключить, можно, чтобы он работал только когда фонарик включенный, можно, чтобы он работал всегда, например, когда у вас фонарик лежит где-то в темноте, он у вас будет моргать, и вы можете в темноте отыскать свой фонарик, либо выключить его совсем, если он вам не нужен. Отключается он также отворотом-поворотом крышки 2 раза туда-сюда. Ну а теперь давайте посмотрим мощные тесты. Также я попытался записать для вас видео, насколько отличается цветопередача в свете этого фонаря, либо каких-то других с меньшим индексом цветопередачи. Насколько это, конечно, возможно передать на камеру, потому что это зависит, конечно, от настроек камеры, это зависит от вашего монитора, на котором вы это смотрите, от яркости монитора. В общем, очень много разных факторов,
которая на это влияет. Поэтому не претендует ни на какую истину, просто попытался показать разницу между высоким индексом цветопередачи и низким индексом. Надеюсь, получится передать это на камеру, на глаз это видно очень хорошо. Ну что, погнали ночные тесты.
Ну вот вы посмотрели ночные тесты, а также видео, где я попытался сравнить данный фонарь с другими источниками света, насколько велика разница между цветопередачей светодиода с высоким CRI, либо светодиодами там 70 и 80 CRI. Глазу видно это очень хорошо. Надеюсь, на камеру тоже будет понятно, и на вашем мониторе вы это увидите. Данный фонарь отлично подойдет тем, кто работает, например, с фото-видеосъемкой, как такой карманный источник света, когда вам необходимо что-то подсветить, при этом у вас нет с собой какого-то большого студийного света, а вот в кармане есть такой фонарик. Либо людям на производстве, где действительно важно качественная цветопередача, например, там маркировка проводов, бывает там провода отличаются там на несколько тонов друг от друга, и при условии плохого качества света вы можете просто перепутать эти цвета. Либо, например, там малярам, там, при ремонте какой-то отделки чистовой, когда вам нужно прям точно попасть в какой-то цвет. Для таких сфер, где действительно необходимо очень высокое качество цветопередачи, либо вы просто человек, который любит максимально качественный цвет, вы видите в этом разницу. Понятно, что не всем необходимы фонари с высоким индексом цветопередачи, тем более в угоду, например, яркости, потому что фонари с высоким индексом цветопередачи зачастую менее яркие, чем их собратья, но на более простых светодиодах. Цветовая температура здесь 4500 кельвинов, что в сочетании с высоким CRI обеспечивает вообще максимально идеальную цветопередачу. То есть она не желтит, не белая, не синяя, то есть максимально натуральные естественные цвета. 4500 прям в самый раз. Мне в данном фонаре немножко не хватило в базовых режимах яркости примерно где-то 400-500 люмен. То есть здесь есть 440, но только при сбросе из турбо. То есть чтобы добиться 440, вам нужно сначала в любом случае включить турбо, а потом подождать, пока он упадет до 440. Либо работать 250. 250, в общем-то, нормально для работы. Это, повторюсь, не фонарь, который ярко светит далеко, это фонарь именно для каких-то локальных работ. Он, конечно, может в турбо светануть далеко, но при этом все-таки основная задача данного фонаря работать где-то вблизи с качественным светом. Поэтому здесь высокая яркость, в общем-то, не нужна. Но если был бы режим 400 либо 500 люмен в базовом, было бы лучше, на мой взгляд. Поэтому вот такой вот фонарик, понятно, что он не для всех. Я думаю, что тот, кому необходима качественная цветопередача, и так об этом знает. И, в общем-то, можете присмотреться к данной модели, потому что как карманный источник света с высоким индексом цветопередачи отличный вариант. Кто не заморачивается, можете посмотреть обычную прошку, она намного ярче. Поэтому, кому важна высокая цветопередача, смотрите модель с Nichia, а кому не важно, но нужна большая яркость, смотрите модель Wizard C2 Pro с светодиодным XHP50. Она намного более яркая, но при этом здесь хорошая цветопередача, та более яркая. Поэтому какой из них выбрать, уже решайте сами. Как я уже говорил, ссылочки будут в описании, там же будет промокод. На этом всем спасибо за просмотр. Пока-пока.